Жириновский развелся с женой из-за измены с молодой девушкой. Жириновский является главой партии ЛДПР. Он очень давно занимается политической деятельностью, один из самых опытных политических игроков в России. Ему принадлежит авторство миллионов смешных видеороликов, где он, не выбирая слов, обрушивается на какую-нибудь звезду или политического деятеля. Однако в народе устоялось мнение, что Жириновский просто пешка Путина, которая служит лишь для отвода глаз. Отвода, так сказать, напряжения в народе. Жириновский человек по сути старой закалки, но сейчас его имя связано с некоторыми неприятными слухами. Слухи эти о его ориентации. Многие члены Государственной Думы считают, что Жириновский не просто так развелся с женой, а именно из-за его взглядов на отношения между мужчиной и мужчиной. И есть некоторые очень косвенные подтверждения тому, что Жириновский больше предпочитает мальчиков. Однако к нам поступила информация о том, что Жириновский развелся с женой из-за измены со стороны Владимира Жириновского. Он был увлечен в неких интимных связях с молодой официанткой, с которой он познакомился на одном из светских приемов. Как это было? У большинства партий проходят некие собрания, после которых обычно происходит некая вечеринка. Все пьют, разговаривают, в общем веселятся. Вот и у партии ЛДПР был такой вечер встреч. На нем, конечно же, присутствовал главарь банды Владимир Жириновский. Там работал различный обслуживающий персонал. И вот Жириновский знатно написался и решил получше познакомиться с одной из официанток, которые работали на этом приеме. Он позвал ее подойти к столу и выпить с ним пару бокальчиков шампанского. Она отказывалась, но он настоял. После пары бокальчиков шампанского Жириновский предложил ей перейти на что-то более крепкое. Официантка попыталась уйти, но Жириновский сказал, что заплатит ей 20 тысяч рублей сверху, если она останется выпить с ним. У старика уже совсем крыша поехала к тому моменту. Он знатно перебрал. Девушка согласилась. Выпив с ним еще пару рюмок коньяка, они поднялись в верхние комнаты. Мы думаем, что нет необходимости говорить, чем они там занимались. Откуда мы взяли эту информацию? Нам ее рассказала одна из домработниц, работавших в той смене. Она заметила, как официантка очень любезно общается с Жириновским, и, естественно, начал еще пристальнее наблюдать за ее действия. Когда она увидела, что они уходят наверх, то решила последовать за ними и обнаружила, что они уединились в одной из комнат с кроватью. А как отреагировала жена Жириновского на такой поступок мужа? Пускай Жириновский развелся с женой очень. И сейчас, казалось бы, их ничего не связывает, но на самом деле Жириновский поступил очень умно. Он подал на развод со своей женой в тот момент, когда понял, что можно воровать государственные деньги, покупать на них имущество и оформлять его на свою жену. Он просто фиктивно с ней развелся, чтобы все думали, что он не поддерживает с ней никакой связи, а обо всем имуществе отчитывается в декларации. В то время эту историю никто вообще не освещал, ведь Жириновский развелся со своей женой еще в далеком 1978 году и более в брак не вступал. Тогда он был еще не таким популярным политиком, да и нормального телевидения вообще не было. Поэтому то событие освещали только некоторые газеты. Но вот сейчас произошел бывшая жена Жириновского, которой он оставался верен даже после развода, решила высказать всю правду, потому что она узнала о настоящей измене своего мужа. Как ей это удалось? Дело в том, что некоторые из присутствующих на том вечере людей тоже заметили необычное внимание со стороны Жириновского к той особе. Начали за ним наблюдать, а потом рассказали бывшей жене Жириновского о действиях лидера ЛДПР. Она очень плохо отреагировала на эту историю. Она решила разнести Жириновского в пух и прах. Она обратилась в нашу редакцию, чтобы мы рассказали вам историю о том, как Жириновский использовал фиктивный развод со своей женой, чтобы спокойно присваивать государственное имущество себе. Если говорить о ситуациях, произошедших с Жириновским на таких вот светских вечерах, можно вспомнить еще одну. Жириновский подрался с Зюгановым на одном из светских вечеров. Противостояние двух партий, ЛДПР и КПРФ, больше имеет показной характер. Но совсем недавно произошло очень неприятное событие, которое, скорее всего, оставит отпечаток на Государственной Думе. Потому что два партийных лидера подрались в ходе конфликта, произошедшего во время одной из светских тусовок. Все мы знаем, что несмотря на идеологическое противостояние члены многих партий с удовольствием проводят званые вечера, куда приглашают членов других партий, чтобы наладить отношения и договориться о совместной стратегии.
Так, на вечере в честь Парада Победы, который проводил Жириновский, произошел конфликт между давними соратниками по цеху – Жириновским и Зюгановым. Вечер начался по-обычному, обмен любезностями, подшучивание с дамами. Но старые волки знают, что без выпивки ничего веселого не происходит, поэтому Жириновский начал изрядно напиваться. Зюганов не отставал. В один момент Жириновский положил глаз на одну из официанток, работавших там. Пытался начать ухаживание, но безуспешно. Однако настырный лидер ЛПРД решил не сдаваться и предложил денежное вознаграждение за примерное поведение. Девушка согласилась. Странные отношения Жириновского и официантки заметил Зюганов. Он решил пристыдить уже немолодого политика. Зюганов уже был изрядно пьян, поэтому он не стал церемониться и прямо за столом сделал замечание Жириновскому. Жирик просто взял и послал лидера КПРФ, сказав, чтобы тот не мешал ему отдыхать. Зюганов предложил Жириновскому выйти на воздух и спокойно поговорить с глазу на глаз. Он согласился. Но когда они вышли на улицу, Жириновский смачно вмазал Зюганову по морде. Завязалась драка. Хорошо на помощь прибежали охранники и растащили их. После этого случая некоторые договоренности между партиями просто испарились. Похоже, скоро начнется настоящее противостояние в Государственной Думе. Интересы людей уже сейчас не стоят на первом плане, а после этого вообще на них станет плевать всем. Партии будут бороться исключительно за деньги и влияние. Ну и, конечно же, этот личный конфликт перерастет в глобальное, вражду между партиями. Сомневаюсь, что в скором времени им удастся прийти к консенсусу. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и пишите комментарии. Если хотите видеть больше видео с информацией изнутри, с информацией, которую не расскажут по телевизору, тогда подписывайтесь на канал, впереди вас ждет много интересного.